Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание Дню Невиданной Силы. Наверное, это самый магический день в году, друзья, в ночь с 30 апреля на 1 мая, Вальпургиевой или Ночь ведьм. Давайте поговорим об этом в этом видео, поговорим о том, что можно делать, что нельзя делать. Также поговорим о ритуалах, практиках, которые помогут вам привлечь изобилие, богатство и благополучие в вашу жизнь. Друзья, далее более подробно все в этом видео. Итак, друзья, у нас с вами близится Вальпургиева ночь, она же Ведьмовская и Белтайн. Кстати, ночь у нас с вами совпадает с частным солнечным затмением и с новолунием. Если немножко вернуться в историю, то в этот день почитают святую Вальпургию, которая исцеляла больных. Однако у самого торжества существует и другое мистическое значение. А вот 1 мая православные посещают храмы, чтобы помолиться за святую Вальпургию и попросить ее о защите от разных бед. В некоторых странах эту дату встречают большими кострами и хороводами, задорными песнями, плясками вокруг специально украшенного дерева. Кроме того, Вальпургиева ночь считается ночью нечисти, когда все злые духи, черти, лешие, русалки выбираются из своих укрытий, а ведьмы слетаются на шабаш. Поэтому в эту ночь многие народы, в том числе и славяне, обязательно проводили ритуал изгнания злых духов, защищая свои дома от их влияния. Поэтому вечером 30 апреля нужно обязательно было очистить свое жилище, вымыть полы с морской солью, пройтись со свечой по своей квартире или дому. И в это время желательно читать молитву. Вальпургиева ночь, вернее ночь с 30 апреля на 1 мая, она связана в первую очередь с обретением личной силы и успеха в разных делах, и в эту ночь проводят посвящения, а также проводят ритуалы процветания и благополучия во всех сферах. Эта ночь обеспечивает благое течение года, и можно делать любые позитивные программы, в первую очередь для себя. Также обращаем ваше внимание, что в ночь на 1 мая начинается весенний славянский праздник Живен день. Жива, сокращенная форма имени Живена, что означает «дающая жизнь». Это богиня жизни, весны, плодородия и рождения. Это дочь Лады, супруги Дашбога. Богиня весны и жизни во всех ее проявлениях. Она подательница жизненной силы рода, делающей все живое собственно живым. Жива – это богиня животворящих сил природы, весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов, а также покровительница юных девушек и молодых жен. И в Живен день женщины, взяв метлы, совершали обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. Таким образом, наши предки, прославляли Живу, которая оживляла природу, посылая на землю весну. И, конечно же, все прыгали через огонь, очищаясь от наваждений, сил Нави после долгой зимы. И поэтому у нас не просто так 1 мая, день труда, ибо надо максимально очищаться в этот день на всех уровнях. А ведьмы в это время отмечают Вальпургиеву ночь. Мало того, что 30 апреля у нас с вами новолуние, затмение, а также солнечное частное затмение, а также и коридор затмения. И вы представляете, насколько это достаточно сильное время. А вы в эту волшебную ночь можете привлечь богатство, любовь, проводить практики, ритуалы на молодость, на красоту, на защиту от негатива. И первый обряд, которым мы хотим с вами поделиться, это обряд для перемен к лучшему. Читать его нужно перед открытым окном. Вы можете выйти на улицу, и читать нужно столько раз, сколько вам полных лет. А слова следующие.
Сила небесная, сила великая, помоги. Мне называйте ваше имя, путь к счастью освободи. Как солнце луна освободила, таки мне дороги закрытые открыла. Затмение пройдет, препятствие к счастливой жизни уйдет. Энергией солнца и луны закрепляю. Новую счастливую жизнь здесь и сейчас начинаю. Ключ, замок, язык, аминь. После прочтения этих слов ложитесь спать и представляйте себе, какой вы хотите видеть свою жизнь. Только помните, что читаем только за себя. Для тех, кто по каким-то причинам не сможет выполнить этот обряд, пожалуйста, не расстраивайтесь. Конечно же, вы должны понимать и знать, что лучшим обрядом вот эту колдовскую ночь считается разведение огня. Даже если у вас нет возможности развести большой костер на улице, вы можете зажечь камин или свечи в доме. Дело в том, что огонь, он вас успокоит, настроит мысли на положительный лад и позволит порадоваться приходу весны. А разожженный костер в Вальпургиеву ночь на целый год избавит вас от болезней, а также сулит успех, если через него перепрыгнуть. Также вы можете делать чистки через огонь, сжигать свои какие-то проблемы, болезнь, бедность. Поэтому обязательно проведите, то есть если вы живете в частном доме или у вас есть такая возможность, разжигайте его огонь и наслаждайтесь вот самим огнем. Но это нужно делать, друзья, больше в вечернее время 30 апреля. И в это время, в Вальпургиеву ночь, вы можете провести ритуал на удачу. Если вам в последнее время не везет, то вам нужно зажечь свечу в Вальпургиеву ночь и выписать на бумаге список всех своих неприятностей, бед и проблем. Только, пожалуйста, будьте честны перед собой. Затем бумагу эту нужно будет сжечь над пламенем свечи и повторяя: «Гори оно все синим пламенем». При этом свечу нельзя тушить, нужно дождаться, чтобы она сама догорела. Также обязательно с 30 апреля на 1 мая, друзья, загадывайте желания. Но это нужно делать, конечно же, правильно. Вам нужна конкретика. Четко прописывайте свои цели, потому что если вы просто напишите «я хочу зарабатывать много денег», то, к сожалению, это то желание, которое никогда в жизни не исполнится. Также в этот день вы должны максимально использовать всю магическую энергию. Не бойтесь вот тех желаний, тех стремлений, которые у вас есть в вашей жизни. Также обращаем ваше внимание, что 30 апреля может для многих стать стартом судьбоносных процессов. Но некоторым знакам зодиака, кстати, именно это все принесет крутые перемены. Но наиболее уязвимыми будут в этот период следующие знаки зодиака. Это тельцы, это львы, скорпионы и водолеи. Также обращаем ваше внимание, что в эту Вальпургиеву ночь нельзя чертыхаться. То есть нельзя никого посылать к черту. Ведь черт в этот день ходит где-то рядом и может в любой момент забрать вас и того, кого вы послали к черту. Также обращаем ваше внимание, что если в вашем регионе уже цветет сирень, то вот эти 2 дня, 30 апреля и 1 мая, нельзя ни в коем случае приносить в дом сирень, потому что считается, что запах сирени может одурманить, подавить желание человека, вызывать стремление уйти в другой мир. Особенно это очень опасно для больных людей. Также, уважаемые мужчины, вам лучше сегодня в Вальпургиеву ночь 30 и 1 мая не общаться с малознакомыми женщинами, потому что считается, что под личиной скромницы может скрываться самая настоящая ведьма, которая выпьет из вас, уважаемые мужчины, все соки, превратив вашу жизнь в мучение. Вот, друзья, вот такая у нас с вами будет Вальпургиева ночь, достаточно сильная по энергетике будет время, поэтому, пожалуйста, в это время старайтесь мыслить только позитивно, не ругаться ни с кем, не спорить, не доказывать. Если у вас нет желания проводить такие ритуалы, практики, в любом случае вечером пожелайте себе всего самого наилучшего.
и ложитесь отдыхать. А утром 1 мая откройте окно и поблагодарите высшие силы за то, что у вас есть, и за то, что вам уготовлено. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Друзья, ссылка на наш телеграм-канал была и есть в описании к этому видео. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое более интересно. Знаете, это, скорее всего, подсказки от высших сил и Вселенной. Смотрите, наполняйтесь новой жизненной энергией.